Всем привет! Прошло 2 года с момента выпуска последнего видео на моем канале. Тогда мне пришлось отложить производство контента в связи со стартом большого проекта, сейчас появилось больше времени для этого, и я планирую дальше плотно делать для вас и полезный, и развлекательный контент. Спасибо всем, кто остался подписан на мой канал, надеюсь, вы окажете поддержку моему возвращению, обязательно проверьте подписку на мой канал, оставьте лайк, комментарий внизу и переходим непосредственно к ролику. И сегодня мы будем торговать на криптовалютной бирже, используя советы от недавно прославившейся нейросети ChatGPT. Для начала немного информации, что же такое ChatGPT. В конце ноября 2022 года компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, представила универсальный чат-бот ChatGPT. Он способен выполнять самые разные задачи и доступен любому желающему. ChatGPT — это чат-бот, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными. Разработчики заявили, что они стремились сделать искусственный интеллект простым в использовании, корректным и человечным. ChatGPT работает как чат в диалоговом окне. Нейросетью можно пользоваться бесплатно, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте OpenAI. Однако пройти верификацию по российскому номеру телефона не получится. Также сайт заблокировал доступ к чат-боту с российских IP-адресов. Естественно, я уверен, что вы найдете решение по регистрации в этом сервисе, если вам понадобится им воспользоваться. А сегодня мы попробуем торговать криптовалютными фьючерсами, используя данную нейронную сеть. Изначально у меня был план заставить ее написать скрипт для автоматической торговли, но это тема для другого ролика. Кстати, если вы вдруг недооценили данную нейронку, то вот вам демонстрация написания примера простого торгового бота внутри дня. Но сегодня, как я уже сказал, мы пойдем по другому сценарию, задавая вопросы в ChatGPT. И дабы разнообразить это все, я решил сделать целый ряд вопросов, которые будут делать каждую сделку уникальной. Погнали, прогоним тестовую пару. Также я хочу пометить, что если для вас какие-то термины будут непонятны и вы в первый раз видите что-то подобное, дайте об этом знать в комментариях, я сниму отдельное видео по фьючерсной торговле и расскажу, можно ли на этом заработать. Итак, первый вопрос, который мы зададим, будет криптовалютная пара. На какой, собственно, паре мы будем торговать? Тут я столкнулся с первой проблемой, сначала он вовсе не хотел выдавать мне пары, но спустя минут 5 я все-таки понял, как правильно сформировать запрос ему. Хотя по итогу оказалось, что если скормить ему список из всех валютных пар, то он вполне неплохо справляется. Также я уже говорил, что для торговли я специально отвел депозит в $1000, однако сумму для входа в сделку мы будем также спрашивать. Это и будет наш следующий вопрос. Так как будет не совсем корректно спрашивать сумму от $1 до $1000, ведь это может привести просто к сливу депозита за одну сделку, мы будем спрашивать сумму от $1 до $50, чтобы максимальный размер сделки не превышал 5% от нашего общего депозита. Потом я столкнулся с небольшой проблемой, ведь при запросе «выбери лонг или шорт» он лишь говорит, что не может давать финансовые советы. Я уже думал, что придется пользоваться рандомизатором чисел, однако решил сделать намного проще, и ChatGPT будет выбирать лишь между словами «лонг» или «шорт». Далее мы будем спрашивать у него размер кредитного плеча, которое будем использовать для этой торговой пары. Вот этот нюанс уже сильно добавит опасности в нашей сделке. Однако биржа, на которой я торгую, часто поддерживает плечи до 200x, что может просто привести к ряду ликвидаций из-за высокой волатильности, даже не достигая значений цены ликвидации, поэтому мы ограничимся плечом в 100x. Ну и финальный вопрос для формирования позиции: сколько минут мы будем держать эту сделку. И для этой переменной я выбрал значение от 1 до 30 минут. По истечению выбранного нейросетью значения времени мы будем выходить из сделки независимо от наличия прибыли или убытка. Давайте переходить уже к реальным сделкам, переходим на биржу и открываем наш ChatGPT и поочередно задаем ей те самые вопросы. И в первой сделке выбор нейросети пал на монету Magic. Выбираем ее на бирже, спрашиваем у нейросети размер сделки, на которой мы будем ходить в позицию, и сторону, лонг или шорт. Нейросеть предлагает нам зайти в лонг с 78 плечом, используя $22 и ровно столько же минут держать эту позицию. Нам остается только вернуться на биржу и открыть сделку согласно этим параметрам. Однако я не учел одну вещь, что не все монеты поддерживают плечи до 100x, и Magic на момент записи ролика как раз был единственной такой монетой по причине высокой волатильности. Я уже решил не отступать, открываю сделку с максимальным плечом 20x и начинаем наблюдать за графиком. И вот заданное время сделки подходит к концу, и я готовлюсь закрывать ее. Конечно же, в момент закрытия монета делает легкий сквиз не в мою сторону, хотя в пике прибыль была почти 50%. Но в целом я и так остаюсь доволен, что я еще не в минусе. Итого теперь мой баланс составляет $1007, и мы переходим к следующей сделке. И следующей сделкой нейросеть предлагает мне зайти на 20 минут шорт по монете AVAX с 78 плечом, используя $34. Следую этим параметрам и открываю позицию. Далее я немного доливаю позицию, чтобы достичь почти точной суммы, предложенной нейросетью, и начинаю наблюдать за графиком.
Подходит момент, когда надо закрывать сделку. На тот момент цена немного ушла ближе к моей точке входа, но в целом на радостях, что я до сих пор иду в плюсе, эту сделку я также закрываю. Но из-за комиссии на открытие и закрытие сделок я остаюсь на тех же значениях по остатку баланса. Но в целом я вижу хороший профит в моменте уже вторую сделку подряд и с радостью перехожу к третьей сделке. И третьей сделкой у нас будет монета Sand, в которой мы заходим в лонг с 73 плечом на 38 баксов и держим 22 минуты. Без промедления я захожу в сделку и начинаю наблюдать за графиком. В моменте профит доходит до приличных значений, но после укатывается обратно к точке входа и даже уходит в минус, но к моменту закрытия сделки даже слегка вырывается вверх. Но мы все же уходим в небольшой минус по общему балансу из-за комиссии и переходим к четвертой сделке. Четвертой сделкой у нас будет шорт по монете Link с 89 плечом. Входить я буду на $26 и держать позицию 22 минуты. Выставляю все параметры и открываю позицию. Со старта все идет очень неплохо, но потом резко цена начинает расти, а далее снова укатывается вниз, и в моменте мы видим профит в 20%, но потом цена немного отскакивает, и я закрываю сделку по времени в небольшой плюс, покрывая комиссию с прошлой сделки. И мы снова возвращаемся к значениям, которые видели после первой сделки, а именно $1007. Но в целом на данный момент меня это радует, и я думаю, что дальше мы точно заработаем еще больше, ведь уже четвертую сделку подряд мы наблюдаем хороший профит в моменте, поэтому без промедления я перехожу к пятой сделке. Пятой сделкой мы будем входить в лонг по монете Ocean, используя $23, 56 плечо, и закроем ее через 12 минут. Хоть я особо и не смотрел на график, однако тут даже не всматриваясь, видно, что цена уж очень навряд ли пойдет вверх. Но правило есть правило, я не собирался отступать от них, и поэтому открываю лонг и наблюдаю. Цена логичным образом укатывается вниз, и мы наблюдаем замечательное явление в фьючерсной торговле, а именно ликвидация. После данного события мы теряем весь размер нашей позиции, и баланс становится $984, и я перехожу к следующей сделке. Тут нужно сделать небольшое отступление, потому что я банально забыл включить запись шестой сделки. Сказался двухлетний перерыв в генерации контента, результат незаписанной сделки я прикладываю скриншотом. Поэтому на момент открытия седьмой по счету позиции наш баланс будет составлять $944. Седьмой сделкой будет шорт по монете Dudex, по крайней мере я его так называю. В него мы будем входить на $27, используя 82 плечо. И закроем позицию мы ровно через 5 минут. Перехожу на биржу, открываю позицию, следуя рекомендациям нейросети, и наблюдаю за графиком. В этот раз надеюсь на то, что меньшее время сделки положительно скажется на профите. Но наблюдаю, что все 5 минут цена трется у моего входа и лишь к закрытию сделки немного двигается в нужную мне сторону. В этот раз мы снова выходим в небольшой плюс и продолжаем. И следующей сделкой будет монета SRM, Long, 62 плечо, $17 и продолжительность 23 минуты. И, к сожалению, тут вы снова можете наблюдать в нижней части экрана, что почему-то я нахожусь еще в одной сделке. Почему? Да потому что эту запись я завершил почти сразу после начала. Результат этой сделки я также приложу чуть позже. Однако я решаю параллельно открыть еще одну сделку, так как нейросеть уже изрядно начала лагать, тормозить, а иногда вовсе отказывалась отвечать. Но на этот момент у меня уже складывается впечатление, что моя удача покинула меня, потому что началась какая-то проблема с записями, и я очередной раз ловлю ликвидацию. Закрывая сделку по AMX, на выходе я получаю $906 на балансе и продолжаю, надеюсь на то, что моя следующая сделка все-таки немного исправит мое положение. И это 10-я и завершающая сделка нашего челленджа. Монета AXS. 68 плечо, шорт, 22 минуты ожидания и $45, поставленные на кон рандома. Открываю сделку и вижу, что не проходит и 5 минут, как меня снова сбривает ликвидация, оставляя мне баланс $859. Как итог, слито было 10 000 рублей, и конечно же я не рассчитывал, что 10 из 10 сделок будут закрыты в плюс. С одной стороны, можно сказать, что это вполне ожидаемо, это рандом и так далее, однако действительно много сделок в моменте показывали больше профит, чем по итогу был зафиксирован. Также, если вы хотите не сливать, а зарабатывать деньги, то советую подписаться на этот канал, а еще лучше подписаться на мой телеграм-канал. Там оперативно будут выходить различные темы для заработка в интернете. Ссылка внизу, жду вас там. Ну а мне остается только попрощаться с вами. Если вам зашел данный формат, то поблагодарите меня за старанием, лайком и комментарием под видео. А на этом все. Всем профита и увидимся в следующем видео.